Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, а еще очень длинные стримы, и один из таких стримов будет сегодня посвящен вот этим вот часикам Xiaomi Watch. Извините за минутное опоздание. Сегодня мы с вами разберемся, стоит ли их сейчас покупать. Сразу спойлер, конечно же, не стоит. И заодно посмотрим, что с ними можно делать. Сразу расскажу минусы. Опаздывает, да, на минутку опоздал. Еще раз извиняюсь. И 5 секунд настраиваю сейчас музыку. У меня настроена, не настроена у меня с вами общение в плане... В плане чего? В плане того, чтобы я открыл этот стрим. Всем привет! Что мы сегодня делаем? Розыгрышей сегодня нет. Напоминаю, что на канале по всем розыгрышам в описании к видео есть и к этому стриму, что делать, как делать и что нужно для того, чтобы участвовать в розыгрышах. Напоминаю, что вот эти часы у нас на данный момент только китайской версии. Менюшку вы увидите сегодня, узнаете, что она практически вся у нас на английском языке. В моем понимании что? В моем понимании меню хорошее, удобное и как у всего Wear OS. Еще раз всем привет. Вот. Пишем как звук, как картинка, ничего ли не опаздывает. Нас аж 54 человека. Всем добрый вечер. Да, это третий стрим подряд, третий день подряд я стримлю, но в ближайшую неделю как раз стримов не будет. Будут только обзоры. Сегодня занимался сыном, поэтому стрим у нас без обзоров. Хотя обзор готов, кстати. Все супер хорошо, отлично. И к чему это все? К тому, что давайте насчет комплекта сначала. С комплектом все просто. По большому счету у нас идет, конечно же, коробка под часы. Открывается просто. Обзор на канале есть на 10 минут. Основное, что нам нужно, это только часы, получается, и кабель. Как думаешь, стоит ли покупать? Нет. На все вопросы мы потом будем отвечать дружно коллективом нашим. Это раз. По поводу того, что купить, что не купить. Для начала мы с вами просто обсудим часы, что я за 3 дня выяснил, потому что еще завтра будет у нас киберпонедельник. Во время киберпонедельника, конечно же, можно будет купить эти часы, хотя я не советую это делать, если вы не гик. Что значит, если вы не гик? Если вы не знаете, что такое АДБ, то смысла вам от этих часов ноль. Если вы не живете в Москве и у вас нет возможности подключиться к Теле2 на них, то то же самое. На данном этапе жизненного развития вы переплатите за эти часы минимум процентов 40 стоимости, потому что основная фишка в том, что с них можно звонить, с них можно разговаривать, вот, она для вас исчезнет, в принципе. Звук, картинка, картинка я в 144 слушаю. Понял, окей. Качество 720, лучше перезайти на стрим. Да, качество хорошее на данный момент должно быть, потому что интернет нормальный, не лагает. Вот, почему я говорю все время, что... Та стоимость, которую они заложили за эти часы, а на данный момент, по-моему, в описании мне кто-то написал, что даже вчера умудрился их купить за 9700. То есть под роликом, когда все пишут, что 13-15 тысяч, вот вам яркий пример. Я сам покупал за 15. Да, Hello буду заказывать. Вот. Реально, значит, эти часики купить до десятки сразу для тех, кто просмотрит ближайшие 3 минуты и остановится на этом. Из косяков сразу. Gorilla Glass 3 царапается моментально. То есть на второй день я, конечно же, снял защитное стекло, потому что с ним носить невозможно. Еще во время обзора, наверное, видно не будет. Сейчас попробуем. Не получится. У кого хороший интернет, тот может видеть, что часы не лагают. Когда я хейтил Wear OS... У меня был обзор на умные часы TicWatch, которые ужасны, просто мега ужасный бренд, мега ужасные часы, стоят тоже 13 тысяч, тоже есть eSIM. По сравнению с ними, здесь просто метеор, а не часы. Это раз. Два. То есть запомнили, что первый недостаток — царапается стекло. Второй, нужно сразу покупать дополнительный ремешок, потому что пусть даже этот и удобный, и тянется, и вроде бы ничего, но после того, как ты, допустим, поносишь те же Стратосы, либо что-то подобное из MS-фитов, либо вообще хуавеевские, тоже у них ничего ремешок, хотя хуже, чем на Стратосах, опять же, по моему мнению, стоковый, то вот эти часы будут казаться не особо удобными. То есть нужно покупать часы сразу с комплектом каких-нибудь более-менее хороших ремешков силиконовых. Вот, это второй большой недостаток. Третий, конечно же, они пузатые, то есть для тех, кто привык
к чему-то тонкому, чтобы, ну, кто пишет, что они очень пузатые, не намного они толще, чем у Huawei те же, при том, что они еще и квадратные. Можно, кстати, сравнить сейчас, пока мы на стриме, потому что никаких сравнений я, наверное, выгружать не буду на канал, а так можно предположить для тех, кому интересно. 14 миллиметров, эти 13. То есть, по большому счету, Huawei GT на 1 миллиметр толще, чем... Не по большому счету, а вот это дело, которое все говорят, о, какие маленькие, какие тонкие. Они всего на 1 миллиметр тоньше. Это раз, а два, здесь никаких симок, конечно же, нет. Притом стоимость намного больше, чем у Xiaomi'стов. Когда народ пишет, что Huawei топ, Huawei молодцы. Нет, не молодцы, опять же, мое мнение. Визуально кажутся пузатыми. И опять же, ну, насчет визуально, еще раз, вот разница в 1 миллиметр. Вы можете визуально говорить что угодно, тут цифры есть цифры. Дальше. Второй недостаток мы уже обсудили насчет того, что они достаточно толстенькие. Третий недостаток, конечно же, специально у меня на фотке стрима вы увидите, что рамки здесь довольно большие. Сказать, что они маленькие, это ну, нельзя. Но, что бы я хотел сказать по поводу eSIM и по поводу работы вот этих часов с iOS устройствами. То есть, если Apple Watch, которые, конечно же, лучше, но они чуть-чуть дороже, это раз, а два работают только с яблоком нормально. Вот эти часы работают нормально со всем, что с iOS-системами, что с Android. Всем еще раз привет, спасибо, что пришли. Особенно спасибо моим постоянным подписчикам. Кто не постоянный, можете посмотреть про розыгрыши на канале. Кто совсем забыл про то, что на канале может происходить, можете посмотреть последний стрим. Это был один из розыгрышей. Розыгрыш у нас проходит теперь раз в месяц. 2 Mi Band 4 я разыгрываю среди подписчиков. И стабильно еще что-нибудь. Вот в этот месяц, я думаю, в декабре мы много чего наберем. И под конец, под Новый год, я разыграю много всяких интересных штуковин. Всем еще раз привет. Да, так, что еще? 3 больших недостатка мы вспомнили. 4. По поводу защиты от воды. Есть такая штука, ну, для меня большой 4 недостаток. Есть такая штука, что у них в рекламе указано, что есть активность такая, как плавание. Для тех, кто смотрит рекламу и для тех, кто интересуется часами, вот вам, пожалуйста, все виды активности. Сегодня, кстати, прилетела на них новая прошивка. Плюс прилетело обновление на программу. Разницы, если честно, я не заметил. Наверное, на 4 PDA уже выявили, в чем разница. Но активностей дополнительных не появилось. Тем более не появилось такой активности, как плавание. Что довольно печально. Потому что я, допустим, хотя ходил с ними в душ, я делаю это с опаской. Потому что я боюсь, что им придет кирдык. Так как здесь микрофон и динамик, нужно четко понимать, что если нет такой активности, как плавание, и нет официально IPX5, IPX7, а просто написано там 5 атмосфер, по-моему, защита от воды. Ну, неизвестно, в общем, что с ними делать, если они у меня умрут. Можно будет себя бить в грудь и кричать Xiaomi'сты подлецы, но с одной стороны. С другой стороны, надо было покупать в магазине и спрашивать четко, чтобы в гарантии было прописано, что часы воды не боятся, правильно? Пульсомер Polar, нет, я думаю, я не смогу показать вам, как подключать. Я уверен, что, мне кажется, даже этого возможности такой нет. Почему? Потому что здесь китайский язык, и в активностях, ну сейчас посмотрим, что здесь есть. Давайте, в принципе, никто не против. Напишите плюсы, кто хочет, чтобы я поларовский датчик попытался к ним подключить. Потому что я, хотя и задавался этим вопросом, времени пока проверять у меня не было. А вот здесь у нас что? Здесь надо смотреть просто перевод, потому что активности все на данный момент находятся у нас в чем? На китайском языке. Вот. Плюс, ну давайте сейчас, подождите, телефон найду, телефон есть. Сейчас посмотрим, есть ли у нас вообще такая функция при активности, как поиск нагрудного датчика либо наушников. Так, а кстати, ну, сворачивать и активность нельзя. Сразу ответ на вопрос, если вы там начинаете бегать, можно ли сворачивать активность, сразу нет. GPS ловит. Так, кроме стратосов, с какими часами можно еще подключить нагрудный датчик? Stratos 1, Stratos 2 это с пейсами первыми, с Nexo, с Virgin, много с какими. Да? Если честно, почти со всеми MSFIT, которые стоят в районе 7-8 тысяч, можно подключать нагрудные датчики. Вот. 5 секунд. Я только приехал, поэтому скузи. Пока на адреналине. Так, смотрим. Начал он переводить или нет нам? Не начал. Ждем.
Так, это понятно. Go. Нет цели. ТТТ. Ну, понятно. Значит, что у нас? Здесь у нас цели, скорее всего. Расстояние до цели, целевое время, гости. Гости, интересно. Но это точно не то. Нижние смотрим. Менюшки. Настройка обратного отчета. Настройка темпа. Смотрим. 5 секунд. Какие программы нужно скачивать для часов? Понятия не имею. Темы за какую пройденную пробега с сравнением скорости? Нет. На данный момент как повесить нагрудный датчик со стандартной программой в этих часах невозможно, во всяком случае, при подключении активности. Можно по Bluetooth попытаться просто повесить его, но смысл, если программа не будет учитывать, нулевой, как вы понимаете. А что за прога? Просто Google Translate и все. Amazfit GTS можно отвечать на звонки? Нет, там нет, по-моему, микрофона, динамика. Давайте все-таки по поводу Mi Watch поговорим, потому что по поводу остальных девайсов я на данный момент в прострации легкой, потому что только приехал. Стрим посвящается часам. На данный момент давайте хотя бы минут там 30-40 поговорим по поводу... Ну, не 30-40, давайте 20 минут поговорим по поводу часов, а потом уже по поводу всего остального. Установи YouTube на часы. Нет, Миша, я не буду сейчас никакие левые программы устанавливать. Объясню политику почему. То есть, если вы думаете, что здесь из разряда эксперимента, я сейчас включу стрим и буду устанавливать сюда проги, я не буду этого делать. Потому что то, что я завез сюда ADB и попытался установить TikTok, когда они повисли, сказала мне фактически об одном. О том, что если часам придет кирдык, я с ними ничего не сделаю. Ни прошивки в интернете на них нет, ничего. Вот. Они лучше, чем Suunto. Это вообще не спортивные часы, это смарт-вотч. То есть с них можно звонить через eSIM, разговаривать, в них есть микрофон, динамик, который более чем приличный. И все. И, наверное, основная тема стрима, здесь 150 человек, и я надеюсь, все вы услышите. Я не советую сейчас их покупать. Покупать я советую их только для гиков, при том, которые могут себе позволить потратить 15 тысяч в никуда. Почему? Потому что если вы будете устанавливать на них сторонние программы, как и у всего остального, вы можете часы просто убить. У меня, говорю, они зависли на 4 часа. После того, как они зависли на 4 часа после попытки установить TikTok, точнее, я его установил, зашел в него, и часы не развисали. И так как ни прошивки нет, ни каких-то особых умельцев, кто бы на данный момент запилил кастомные прошивки, я не стал рисковать и устанавливать сюда еще что-то, просто для того, чтобы показать, сдохнут они или нет. Вот, сырая версия. Нет, это китайская просто-напросто версия. Сказать, что она сырая, нельзя. Почему? Потому что для китайцев, которые могут с их маркета устанавливать, начиная от, опять же, от... Сейчас 5 секунд. Кстати, мы сейчас вещаем на довольно плохом интернете. Я сразу извиняюсь для тех, у кого были проблемы сейчас с качеством картинки. Сейчас переключимся. Переподключимся, и все будет отлично, да. Пишем, как качество картинки, вроде бы переподключился. Так, коронка управления люфтит. Ждем глобалку. Конечно, ждем глобалку. Почему? Потому что пока появится глобалка, как раз появятся китайские кастомные прошивки. Можно будет уже с ними химичить без страха. Что значит без страха? Ну, превратились они частично в кирпич, да и черт с ними. Установили на них прошивку и все. А так, если сейчас перехимичить с этими часами, то вы получите кирпич минимум на месяца 3. Мне это не нужно, я думаю, вам тоже не нужно будет, если вы вдруг решите их приобрести. Просто для всех тех, кто считает их днищем, еще раз напоминаю, что аналоги у Лемфа стоят 13 тысяч, у тех же TicWatch стоят 13 тысяч, но они значительно хуже. То есть хуже по железу, хуже по функционалу, хуже по экрану, хуже по всему. И уж тем более по тому, каким образом они лагают или не лагают, тормозят по плавности. То есть, ну, вот так. Какая цена? Еще раз повторяю, что кто-то умудрялся вчера за 9700 купить на распродаже, во время, которая еще идет, при использовании там чертовой тучи купонов и кэшбэков. Без симки можно звонить? Нет. Ну, как бы, если вы соедините их с телефоном, то да, наверное. Я не тестил даже. Да, так в стоке она 12-13 тысяч. Галереи на данный момент вообще ничего нет. Еще раз повторяю, что из того, что есть, все в обзоре показано. То есть все их стоковые функции, все их стоковые программы в обзоре я показал. Вот они видны здесь.
и там можете на паузу ставить. По большому счету я ничего сюда, все, что установил, я после того, как сделал hard reset на этих часах, а я даже в обзоре указал, что они у меня помирали. Вот. Непрочные, не знаю, я их не бил, потому что когда Virgin MS-Fit Nex долбанула камень, они у меня треснули пополам, и я, в общем, не решился. Покупать ли бипы за 47 баксов? Конечно, да, там GPS есть, почему нет, если вам он нужен. У Halo я не думаю, что будет GPS за ту цену, которую они продают. Карту на них установить можно, чтобы ориентироваться на местности? Нет. На данный момент вот эта стоковая прога, которая здесь стоит, она почему-то не видит спутники. То есть, если вы включаете активность, в активности часы спутники видят. То есть, они находят GPS, притом ищут очень долго, около 3 минут. А так нет. Думаешь, подешевеют? Нет, я думаю, что они точно не подешевеют, станут на 1010 также. Вы реально думаете, что когда конкуренты китайский шлакоблок продают по 11 штук, они будут продавать себя еще дешевле? Ну, посмотрите, сколько стоит их Amazfit, Stratus, там, не знаю, Verge. Будут также стоить 1012-13. Зачем им продавать себя дешевле? Мне кажется, что со временем они станут более дорогие модели делать. Какие часы предлагаешь купить? Apple Watch, если у вас яблочные девайсы. Если нет, то покупайте себе просто телефоны получше и все. И не нужно будет никакие часы покупать. Не забываем прожать лайк, кому тема интересна. Стрим последний на этой неделе. На следующей неделе стрим будет только в воскресенье. Никаких супер девайсов новых мне не планируется, чтобы пришли. Вот, сегодня просто поотвечаю на вопросы по поводу этих часиков, если кто еще не купил или кто собирается купить. Единственное, да, конечно, на них очень прикольные, по моему мнению, watchface. Притом при некоторых watchface'ах, допустим, вот опять же берем этот, включаем темный режим и цвет какой-нибудь синий. И рамок не видно становится, смотрите, хопа, и рамок нет, и все, у вас и супер часы, которые можно говорить, о, видел какие часы, круче, чем Apple Watch. Утрирую, но все-таки. Так, лайк поставил, спасибо большое. Что за нож? Нож, которым я делаю распаковки, давал, наверное, 1000 ссылок на него. Опять же, все девайсы, которые вас заинтересуют, вы просто пишите в комментариях, кого реально интересно, либо ВКонтакте, я вам скину ссылки. Но у меня не телемагазин, я просто о них рассказываю. Напоминаю, вчера после стрима просто ничего не убрал, поэтому здесь все валяется. А так, основная тема стрима это вот эти вот часики. Что мы сейчас выяснили? Что царапается экран на них для тех, кто только новый пришел. Что они чуть-чуть тоньше, чем Huawei GT, точнее толще, чем Huawei GT2. Они толще всего на 1 мм. И, возможно, кстати, они по толщине как Stratus. Просто за счет квадратной формы они кажутся большинству пузатыми. Хотя я уверен, что мы все привыкнем к данной форме. В очередной раз радуйте стримы, жду обзор на колонки. Хорошо, будет, обязательно скоро будет. И не только на эту колонку, но и на мифовскую. NFC есть серый, но на данный момент, кстати, кто-то умудрился расплатиться ими не только в Китае. Можете на 4 PDA посмотреть. Я пока не разбирался в этой теме, как они что сюда занесли. Дальше. Что за поверхность на столе? Просто фон. Вчерашние суши сынишке понравились. Сын не ест суши, друзья. Сын ест только хомячные вещи какие-то. Суши, в общем, 6-летний сын не ест у меня, не пьет кока-колу. Что еще? Какой размер ремешка? Сейчас измерим. Вообще по ширине вот здесь фиксация на 16 мм, а сам ремешок 18 мм. И вот это дико бесит, потому что вроде бы на бипах много у кого есть хорошие ремешки, а здесь новые не поставить. Глобалка, говорят, выйдет в феврале. Надеюсь, раньше. Сам надеюсь, раньше. Какие интереснее, эти Huawei или Huawei GT? Huawei GT изначально намного хуже. Опять же, в моем понимании, потому что за 15 тысяч при абсолютно стандартном девайсе, при отсутствии возможности подключить туда eSIM, опять же, повторяю, если вы живете в Москве, либо вы живете в регионе, в котором есть eSIM, вы просто вешаете на эти часы симку, и вы уже можете звонить. То есть не нужна ни глобальная версия, ни какая-то другая. Подключаете сим-карту и можете с них разговаривать. И это довольно круто, я считаю, опять же. Никаких извращенных штук не надо. Как раз Hi-Fi плеер кирпичнул навсегда, ну нафиг такие эксперименты. Александр, я буду делать эти эксперименты, опять же, когда будет возможность купить эти часы еще, если что. Потому что я с ними планирую ходить. То есть это тот девайс, который будет второй у меня на руке, скорее всего, постоянно. У GT нет операционки. Андрей, ну операционка как таковая, если уж совсем удаляться в
технику, ну, она есть у всего. Не бывает такого, чтобы не было операционной системы. У калькулятора, наверное, только есть. А, нет, у калькулятора тоже в каком-то смысле есть. Ладно, не будем о лирике. Что-то меня спросили. Измерить ремешок. Длина ремешка довольно комфортная для тонкой руки, потому что я показывал в ролике, как я одел эти часы на своего сына. Ему на последнюю надо было одевать. Было удобно, 6 лет. А когда я их надеваю, вы видите, что у меня только третья, получается, при 17 сантиметрах диаметра моей руки, только третья дырочка нужна. Вот, сколько стоковый ремешок подлиннее, мы сейчас узнаем. Привет, что думаешь о Redmi Watch? Будут ли они? Думаю, что вообще без разницы, будут они или нет. Пока глобалки нормальной на Mi Watch не будет, я думаю, Xiaomi вряд ли что-то еще суперское выпустит. 124 миллиметра с этой стороны и сейчас проверим, 124 миллиметра и 75, 124 и 75 это 190, 200 можно сказать, и здесь еще 45, 245 миллиметров полный охват, что-то как-то много. Нет, по факту 245 так и есть. То есть по длине ремешка, они в принципе все стандартные. Вот посмотрите, Huawei GT, Stratos и одинаково. Даже длиннее, чем у Stratos штатный ремешок. У Mi Watch чуть-чуть, на пару миллиметров. У Huawei GT чуть-чуть длиннее. На миллиметр у Huawei GT длиннее штатный ремешок, у Mi Watch длиннее, чем у Стратосов, а у Стратосов самый маленький ремешок получается из всех. Какая у них автономность? По факту около 70 часов, если вы практически если вы не используете симку, с сим-карты около 30. Оплата есть. Оплата NFC есть, но на данный момент в России только с каким-то бубном. Про этот бубен я, честно, еще не читал, и то, что сам не пробовал, тому пока не верю. Единственное, я верю, что с них можно звонить, что на Теле2 можно вешать симку и все. Как думаешь, стоит ли покупать, если неплохие Mi Band 4, которые прекрасно смогут заменить Mi Watch? Я вообще считаю, что если вы не думаете, что вам нужны умные часы, не стоит их покупать, потому что тратить, опять же, больше 10 тысяч, если у вас телефон не 50 тысяч, смысл тратить 10 тысяч на часы. Купите лучше себе лучший телефон. Так, успехов мне во всем. Спасибо, чепуха. Кирилл, что за наушники лежат? Давайте сначала все-таки по поводу часов пообщаемся, а потом я отвечу на все вопросы, включая, что это за бедные часы детские, которые я уже не могу 2 месяца протестировать, почти 3, по-моему. Подарите мне такие часы. Нет, Денис, на канале ничего не дарят, на канале только разыгрывают раз в месяц, в конце месяца 2 Mi Band 4, и среди спонсоров там еще иногда у нас разные всякие конкурсы бывают, но на данный момент спонсоров не меняется количество, поэтому я думаю, через недельку я что-нибудь у них разыграю просто так. Я пошутил, да все нормально. Кстати, призываю стать спонсором канала. Почему? Потому что я там разыгрываю всякие штуковины. Пусть не особо часто, но да нет, часто достаточно. Можете посмотреть ВКонтакте, что где у кого разыграл и кто что получил. Халявщиков куча. Серый, да, еще раз напоминаю, что сегодня никакого конкурса нет, все халявщики убегаем. Спасибо, помог, пожалуйста. Есть ли функция постоянно включенного экрана? Вот Always on Display, друзья. Не успел я показать. Сейчас она вырубится, эта штука, и вы увидите для каждой конкретной заставки Always on Display свой. Вот он. Видите? То есть в зависимости от заставки у вас будет с каждой заставкой новый свой Always on Display. Сейчас поменяем ее и покажу, какой есть еще Always on Display здесь, потому что их здесь несколько. Специально несколько заставок удалил. Что-то как-то я много удалил их, ну ладно. Давайте вот эту посмотрим, какой здесь будет Always on Display. Не у всех посмотрел. Ремешки, конечно же, сменные на 16 мм. Какое количество спонсоров? Лаба чего-то там. Станете спонсором, узнаете. Как стать спонсором? Под видео, под стримом можете нажать на кнопку «Стать спонсором». Так, не забываем, кстати, прожать лайк, кто новенький, и спрашивать вопросы по поводу этих часов. Если что знаю, отвечу. Притом чаще всего на практике, как вы можете понять. Еще раз напоминаю, что WhatsApp сюда не встает пока. Телега у меня встала хорошо, но опять же я сейчас ее удалил, потому что я не хочу кирпич. Так, мы не увидели, что здесь за Always on Display. Как тебе 7.9T? Будешь ли оставлять? У меня, во-первых, T Pro.
И да, я буду их оставлять, несмотря на хейтерский обзор. Опять же, я делаю всегда... здесь просто время указано, видите? Еле-еле видно. Вот, по поводу этих часов, по поводу этого телефона, я просто не успел еще сделать хороший обзор. Он мне понравился. А по поводу Huawei GT2 у меня еще хуже мнение стало после того, как прошел обзор. Опять же, его не так много людей посмотрело, потому что если человек решил выкинуть 15 тысяч, он пойдет и купит. У них автономность всего неделя. Everybody lies. То есть, и при том, что я не использовал ни звонки, ничего подобного. Камир, спасибо большое, огромное. Ты первый сегодня, кто мне подкинул деньжат на покупку всяких девайсов. Когда Stratos лучше во всем? Ну, нет, Stratos, они спортивные часы, то есть не будем путать все-таки умные часы со спортивными. Это попытка сделать умные часы, это уже полноценные умные часы для всего, и для Android, и для iOS-систем. Вот. Но на данный момент они, конечно, больше для гиков, потому что если вы не гик, то, опять же, мне, допустим, английский язык удобнее даже, чем русский. Ничего не видно. Дмитрий, вы про что? Очень жаль. Вы ничего не видно, имеете в виду про Always on Display? Видно все. Просто сейчас. Вот. Напишите плюсики, кто увидел время. Альтернатива Apple Watch с автономностью для Android. Да. Второй. Огромное спасибо, Виктор, за поддержку. Я чувствую, что скоро Active Watch 2 куплю. Я без сарказма. Какие часы для бега посоветуете дорогие? Дорогие, берите Suunto. Или если сразу совсем дорого, то берите Garmin. Хорошо, что увидели, потому что плохо видно. Олег, ну так плохо и видно. То есть тут дело не в камере, а дело в том, что они еле-еле светят и, соответственно, выводят информацию еле-еле. Данные видны при Always on Display минимально. Каким образом сейчас это настроить, я не знаю. Недорогие, Максим Sweetbip. Польза, как думаешь, стоит ли брать Samsung Galaxy Watch Active за 10 штук или подождать Mi Watch глобалку? Я бы подождал глобалку и подождите, пока я куплю Galaxy Watch Active 2. Для того, чтобы узнать мое мнение о них, и потом вы узнаете весь негатив и решите, стоит ли брать эти часы. Еще раз напоминаю, что на канале у меня в основном негатив. Почему? Потому что позитив вы можете узнать либо у рекламщиков, либо у рекламщиков. Вот. И дело не в том, что я плохо отношусь к девайсам. Еще раз повторяю, вот этот телефон классный, эти часы классные, хотя я их и не хейтил толком. Стратосы для спорта, Huawei GT для тех, у кого много денег и нет сознания того, что они ничего не могут. Потому что если у вас много денег, покупайте Apple Watch себе и не парьтесь. И вот эти классные наушники. Какие недорогие Bluetooth наушники купить? Топ-10 наушников до 20 баксов на канале. Если в них галерея, повторяю, что на данный момент я ее не нашел. То есть из стоковых здесь, из того, что здесь есть, галереи я не видел. Вот. Clear all notifications. А как тебе Samsung Watch Active One? Плохо. Я говорю, я куплю вторые, расскажу вам о их недостатках, потому что, учитывая как... я не буду даже сейчас рассказывать об этом, потому что сразу подумаю. Евгений, спасибо. Что могут эти красные кубики? Они могут успокаивать меня и расстраивать или нервировать вас во время стрима, потому что я могу их вот так вертеть. Потому что это детский конструктор просто наподобие Лего от Xiaomi. Но вообще это считается штука антистрессом. Всего 120 рублей стоит на Алиэкспрессе, можете найти кто угодно. С доставкой, кстати. Только неизвестно, какого цвета придут. Есть ли калькулятор на этих часах? Нет, на данный момент нет, но установить можно. Вообще установить можно много чего. Просто-напросто я еще раз повторяю, что я больше не буду с ними химичить. Я планирую, если честно, с ними еще что-то сравнивать. Те же Apple Watch. И если я сейчас окирпичу, а их практически окирпичил установкой TicWatch. Я не хочу их окирпичивать. Деньги кидать просто сообщение со значком бакса. Там, где сообщение. Что за часики на левой руке? Это браслет, и о нем я расскажу на следующей неделе. Он один из новых. На него еще обзоров нет. Может быть, появится за то время, пока меня не будет. Прекрати твой канал, твое видение ситуации по гаджету. Кому не нравится, пускай Петухова смотрит. Ну, Олег, мне, кстати, вот Петухов импонирует в каких-то местах. Это опять же, мы сравниваем очень часто блогеров с людьми, которые продают голову. То есть есть канал, а есть личность, которая этот канал ведет. Если у Вилсакома есть люди, которые на него работают, это просто вот говорящие головы и все. Это Hey Plus? Нет, Hey Plus у меня был уже на канале. Нет.
Вот. Хей Плюс у меня уже был на канале, и это не Хей Плюс. Цену можно, на что именно? Здесь, так, 13 тысяч вот эти часы стоят. Мне вчера писали, что кто-то умудрился купить на Алиэкспрессе за 9700. Если этому человеку еще и вышлют, это будет очень круто. Но опять же, можно, да, вычитать все кэшбэки, вычитать, допустим, тот же купон на 11 баксов. И, наверное, ну, я реально думаю, что в районе 11 сейчас, либо завтра в киберпонедельник реально купить. Не факт, что глобалка опять же сюда встанет, чтобы вы все понимали, ну, так как нас уже 200 человек, 200 человек должны знать, что вот есть стратосы третьи. Я когда-то купил стратосы вторые с глобалкой. Не купил китайские. Почему? Потому что когда покупаешь китайские стратосы, в течение года нельзя было на вторые стратосы накатить глобальную версию. Это печаль. Что одно дело на английском языке, по-моему, там даже не было английского. Вот. И со стратосами третьими, они у меня тоже на английском языке. Я уверен, что в ближайшее время я не смогу установить на них, точнее на китайском, что я даже английский не смогу на них установить. На английский язык великолепно встал. Вот. Так, что-то как-то пусть беликают. Сделай наушники на QC White 1 Pro. На все, на что сделать обзоры, напишите либо в комментах, либо пишите ВКонтакте. Лучше в комментариях. Накидайте, и я закажу. Сегодня еще очень много всего заказал. Наверное, завтра попрошу супругу отключить мне Алиэкспресс и поменять там пароль. Потому что что-то как-то эти 3 дня, хотя я абсолютно не вижу как бы адекватных скидок, каких-то супер скидок. И все намного хуже, чем 11 числа. Но очень сильно повлияло на мой бюджет. Надеюсь, на ваши нет. Так, стоп, это разве не браслет Хей плюс 1С? Феникс, вы умен. Женя, покупать ли антилопы для занятий в спортзале зимой, насколько их хватит? Нет, Женя, я считаю, что антилопы все-таки больше для бега. Завтра будет что-то интересное на Алиэкспрессе? Дмитрий, я даже не смотрел. Если вдруг я увижу что-то фееричное, я сделаю стрим, но я так не думаю. Вилса-то кому? Что не поп, тот батька, это да. Так, в магазине в Китае они 1300 юаней. Андрей, я в курсе, потому что мне товарищ покупал из Китая их, я их не покупал на Алиэкспрессе. Что решил с Huawei Mate 30 Pro? Антон, у меня нет денег пока, я ничего не решал. Я купил один Xiaomi-шный телефон, скоро увидите его у меня на обзоре. И может быть еще Huawei Mate 30 Pro куплю, но стоят они прямо космос, эти телефоны. Дальше известно, когда международная версия. Еще раз повторяю, что международная версия, скорее всего, выйдет в феврале. Взять Amazfit Verge или ждать Xiaomi Watch глобалку? Я бы подождал бы глобалочку, если честно, потому что Verge это довольно старенькая модель. Есть Nexa, они ее не сделали глобальной. Можете меня поправить, Amazfit Nexa появилась глобальной или нет. Вот они уже следующие после а-ля Verge 2. Привет из Латвии, и вам привет. Не забываем подписываться на канал, кто здесь новенький, ставить лайки, кому полезно более-менее это видео. Отвечаю вам на все вопросы согласно моего опыта. Блогингом я занимаюсь 2 года. Все девайсы, которые вы видите на канале, были протестированы мной. Текст был написан мной. И за свои слова мне приходится, как вы видите, отвечать очень часто еще и на стримах. Мата на канале нет. Что еще интересного? Да ничего, что вы мне советуете, я стараюсь купить. Конечно же, пока это не стоит там 200 тысяч. За 15 что-то я могу взять. Ну и телефон за 40 могу иногда. Спасибо, можно до февраля подождать. Конечно, можно. Когда были большие скидки на Алишке, по-моему, 11 ноября, у меня избранные товары подорожали, а при скидке только минус 12 рублей. Никита, так делали только недобросовестные продавцы. Добросовестные продавцы не стали бы себе рыть могилу, потому что когда ты покупаешь у кого-то что-то, вот допустим на розыгрыше Mi Band 4 я покупаю в одной и той же фирме, и у них реально самые низкие цены. И если они вдруг их сделают выше, я просто уберу их из магазинов, которые мне нужны, и перестану у них покупать. Ты покупал старую версию кубика? Да, он у меня где-то валяется, серый с белым. Что здесь происходит? Куки, обсуждаем вот эти вот Mi Watch часики. Параллельно на что-то отвечаем. Сникеры антилопа по 1872. Я не знаю насчет сникеров, я знаю за антилопу. Сообщение ТТТ. Купить или подождать Mi Band 5? Заранее спасибо. Сейчас поменяю интересные сообщения на просто сообщения. Мне кажется, что часть из ваших сообщений я не вижу. Я думаю, что Mi Band 5, черт знает, когда появится, поэтому возьмите 4. 5 вряд ли будет чем-то кардинально отличаться. Есть ли фитнес-браслет с мониторингом сна? Практически все Lex Luthor фитнес-браслеты, даже по 1400 рублей,
есть функция сна. И для тех, кто, кстати, не решил, стоит ли им покупать умные часы, напоминаю, что намного проще купить умный браслет. Тот же Mi Band 4 или Huawei Honor Band 5. Можете посмотреть на канале, функции те же самые. В 99% случаев ничего фееричного, кроме внешнего вида, вы не получите за цену в 10 раз больше. Что лучше по звуку? Tron Smartonics не проверял, Tron Smartonics не отвечу. Всем привет, какие беспроводные наушники купить ребенку, чтобы самому иногда их юзать? Купите Redmi AirDots и все, за 1000 рублей. Так, не жалко будет, если убьет. Можешь что-то сказать о ушах Anker, либо QCY любые. Анкеры не тестил. Стоит ли покупать Amazfit? Какие-то анкеры тестил, они оказались плохими очень, и я даже не стал делать на них обзор. Стоит ли покупать Amazfit GTR? Вам решать. Миша, Huawei Band 3 с GPS ждем, он есть Huawei Pro. Почему Mi Band 4 покупаешь? Потому что я их разыгрываю, Дмитрий, как бы. Вы думаете, что я их где-то краду, чтобы разыгрывать? Стоит ли покупать Amazfit GTR? Уже ответил, что решать вам. Так, да, точно, не думал насчет Sony. Да, конечно, стоит Cosmos Phoenix. Я не думал, потому что пусть они сами впаривают вам свои беспроводные наушники по космос ценам. Извините за, может быть, наглое отношение к этому делу, но политика того же Sony и похожих компаний из разряда Sennheiser по поводу беспроводных наушников, но ничего там феерично нового, я уверен, нету. Что aptX, ну aptX HD. aptX HD есть еще море у кого. Скоро расскажу, кстати, о наушниках с aptX HD и защитой IPX от воды IPX7. Саш, приветствую. Подскажи, пожалуйста, какой у тебя расход батареи на Stratos 3 с подключенным нагрудником за час? Алекс, не скажу, не помню уже. Как тебе? Напиши в ВК, завтра пробегусь, проверю. У меня, по-моему, даже в обзоре было или на стриме каком-то я рассказывал. Я уже просто забыл. Что скажешь про Безусы? Не знаю, не тестил. Что на руке? Браслет. Почем покупаешь? По 1492 рубля последние 3 купил. Дальше. У Apple за 20 норм политика. Не понял. Подскажи, как на миочих на сообщениях отвечать клавиатуру там и прочее. Дима, вы можете посмотреть обзор и увидите. Что лучше, Mi Watch или GTS? Тем более сейчас, я говорю, я их полностью ресетнул, у меня нет клава на них. То есть я вернул к заводским настройкам. Вы можете посмотреть видеоряд у обзора на 10 минут и увидите, какая там примерно клавиатура. Клавиатуру любую можно установить, проблем с этим нет. Что у Meizu Pop 2 по басам? Ничего хорошего, у них с громкостью не очень. А так у них правильный звук. У тебя вещи умного дома от Xiaomi есть, Миша, посмотрите на канале. С помощью ваших обзоров купил Mi Band 4, Redmi AirDots, Xiaomi Amazfit Antelope. Спасибо за обзоры, не пропускаю ваше видео. Максим, я очень рад, что они вам полезны. Привет, что за коробка на столе? Это детские часы, одни из, я их не советую, кстати. Привет из Ташкента. Максим Морозов, как тебе... Так, Максим Морозов, как тебе антилопа? Понятно. Mi Note 10, Андрей, это тайна, покрытая мраком. Где сейчас регистратор? Понятия не имею, Сашка. У меня столько посылок идет, что я их не отслеживаю, я вам слово даю. Будут ли обзоры, самые дорогие отслеживаю, те, что дороже 10 тысяч. Будут ли обзоры на AirPods Final Copy и AirPods Pro Air 3? Они вам нужны? Кому интересно мое мнение по поводу третьих AirPods? Кто собирается за 21 штуку их покупать? Можете поставить плюсики, мне реально важно, потому что мне кажется, что моей аудитории не особо интересно мое мнение о ушах за 20 штук. Хотя, опять же, единственный миллионный обзор у меня на канале это на AirPods. Первое. Максим, я тоже оттуда, басы, терем. У нас ни мата, ни вот такого французского языка нет. Александр, по качеству звука, что лучше, QCY T5 или AirDots Pro 2? Еще раз, затычки всегда в 99% лучше, чем вкладыши. У T5 лучше, дорого, окей. Mimix Alpha, Андрей, да, смешно. Подскажи, пожалуйста, уже пару лет пользуюсь бипами. Устраивает все, кроме игрушечного с внешнего вида. Стоит ждать глобалки Mi Watch или можно что-то брать сейчас? Если вы привыкли к трансфлективному экрану, купите Stratos 3 и будет вам радость. А так можете подождать глобалки и будут у вас умные часы за те же деньги. Сравнить подсы с Sony. Это, кстати, хорошая идея.
AirPod Pro копия. Вопросов нет, но нужно ж проверять и их с оригиналом в сравнении. Значит, нужно и про оригинал рассказать. Из Дагестана вам тоже привет, и из Белоруссии также вам привет в Белоруссию. Как сейчас робот-пылесос работает? Как работал, так и работает, Саша. Я по поводу бытовой техники, если вы обратите внимание, на канале у меня не 10 тысяч вариантов бытовухи. То есть тот китайский пылесос, про который я рассказывал, стоит у моей мамы, а Xiaomi-шный также работает у меня. Как долго пользоваться... Так, после долгого пользования гаджетов с транселективным дисплеем на гаджеты с AMOLED-дисплеем переходить очень сложно. Значит, Виктор, и не стоит переходить, правильно? Как ведут Mi Watch на тренировках? Заменят 400-е Polar? Да нет, конечно, Андрей, это абсолютно другой девайс, потому что, я говорю, я даже не знаю, как сюда нагрудный датчик сейчас повесить. Кто получает понятно. Женя, как тебе Note 10? Я не знаю, я его еще не тестил. Спасибо, Андрей, так я же тебе ответил, что... Спасибо. Когда Huawei FreeBuds 3? В Москве они уже. Женя, Mi Note 10, как тебе? За перехода ничего, кстати, не получают, конкретно за перехода. Mi Note 10, как тебе? Не тестил пока. Пользовался сервисами DHgate. Не знаю, что это такое. Какой Белоруссии? Беларусь, она уже несколько лет кличется. Окей. Привет в Беларусь. Александр, привет. У тебя было такое, что Алик объединяет несколько заказов в один, присвоив один трек-номер. Очень часто, притом даже от разных магазинов. Я понятия не имею, каким образом это происходит, но мне приходит посылка, я оттуда вытаскиваю по 6 девайсов. Что скажешь о Amazfit GTR? У меня несколько обзоров на эти часы, можете посмотреть. Какие наушники можно купить до 2000 рублей с отличным звучанием? Топ-10 топ-10 наушников до $20 на канале. Не забываем прожать лайк, кому полезен данный обзор. Основная тема все-таки это вот умные часы Mi Watch. Сегодня на стриме все остальное это ответы на ваши вопросы. Конец недели. 3-й стрим за неделю. Как-то странно я становлюсь вместо техноблогера стримером. Можно нарезать мои ответы и потом делать какой-нибудь супер-супер штуковину из разряда «Вот дурачок», все время говорит Ладно, бывает сложно по несколько часов общаться. Будет ли работать наушники Bluetooth с версией Bluetooth 5.0? Вот по поводу наушников, у которых есть версия Bluetooth 5.0 и ваших телефонов с версией 4.2. Бывает такое, что некоторые уши не работают при таких условиях, хотя в идеале они должны работать. Не знаешь, почему на Redmi Note 6 Pro не обновляется до MIUI 11? Понятия не имею, у меня семерка недавно только обновилась. Это Xiaomi-шные четкие. Ну, вообще игрушка, если честно. Саша, может, знаешь, когда выйдет третий Stratos с сапфиром? Понятия не имею, Александр. Люди очень многие купили Stratos, а третий обычный, им их не высылают. Иван Хохлов. Здоровенько всем. Я так понял, что обзор по часам я пропустил. Последнее слово, стоит их покупать или нет? Нет пока. А насчет Redmi Note 10 хочу купить. Пока, Иван, тоже не скажу. Лучше потерпите чуть-чуть. Скоро скажу. Какими наушниками ты пользуешься? Теми, что тестирую. А лучше считаю все равно AirPods в плане, во всяком случае, микрофона. И это для меня самое важное. Ты лучший блогер и мой любимый канал. Благодаря тебе купил Mi Band 4, радуюсь. Женя, я очень рад этому. Как тебе серебряную кнопку прислали? Миша, еще раз повторяю, я даже не буду ее заказывать, пока у меня не будет 130 тысяч подписчиков. Если бы вы были моим подписчиком постоянным, вы бы об этом знали. Стоит ли брать Mi Watch для спорта и ассистента для смартфона? Да, но пока нет. Подождите глобалки. Есть ли что-нибудь свежее из беспроводных вкладышей до 25 баксов? Huawei GT2. Вкусная цена, в хорошие наушники. Посмотрите. Стоит ли брать, на канале есть обзор, i9000 TVS и долго ли проживут? REC, еще раз повторяю, не советую никакие подделки Apple Watch. Это дно. Почему? Потому что неизвестно, что за пластик, и неизвестно, что они сделают с вашими ушами. Почему на Redmi Note 6 Pro не обновляется до 11? Не знаю, Никита. Есть ли смысл брать тот Powerbank с беспроводной зарядкой, если беспроводной зарядкой не пользуюсь? Нет, подождите, у меня скоро будут обзоры на несколько Powerbank'ов на канале, и я думаю, они вам подойдут. Саша, понял, спасибо, жду от души за советы твои. Иван, пожалуйста. Опять все сидят и спрашивают. Логично. Музыкальная пауза. Время сделать глоток свежего кофе. Нет, у меня нет кофе, зато у меня есть Кока-Кола. Кока-Колу не пил, наверное, месяца 3. И это, конечно, печально, что 36-летний дядька пьет Кока-Колу, но вот так. А кофе у меня кончилось, я только забежал с поездки и вот сейчас провожу с вами стрим. Закажи паяльник. А зачем мне паяльник? У меня на работе есть, дома есть. Слишком ли толстый Mi Watch?
Они на миллиметр толще, чем Huawei GT2. Слишком так. Ну, о гаджетах говорить кому-то нравится. Ну, да. Не буду автомобили никогда обозревать 100%. На подписку, братюнь, что на подписку. Не забываем, кстати, подписываться на канал и ставить лайки. На канале нет у нас мата. И общение вот такое легкое раз в неделю. Сейчас у нас просто периоды распродаж, поэтому стримов довольно много. По поводу этой распродажи, которая сейчас идет, советую ничего не покупать, либо покупать только то, что вы знаете, что реально стоит дешевле, при том использовать купоны. Особенно выгодно то, что в районе $100 стоит, потому что 10 баксов от $100 купон найти довольно легко, и это довольно весомо, по моему мнению. Я раза 4, по-моему, уже покупал так, если не больше, только сегодня. Так, некоторые индивиды в ней плавают, это я не знаю. Кем работаешь инженером? Трансморт Onyx Neo заказал? У меня не особо трансморты заходят как трафик. Не знаю, может расскажу, может нет. Недооцененный Powerbank вчерашний расскажешь потом. Можно просматривать фото на часах. Я уверен, что будет можно, но на данный момент почитайте 4 PDA. Я еще не устанавливал туда ничего. Так, какие планы на Новый год? С семьей встречать? Сколько дома? Сколько сантиметров в толщину? Мы уже каких сантиметров? Тут миллиметров. В миллиметрах все измеряется, друзья. Мы только что же мерили, ну давайте измеряли. Еще раз измерим. В общем, проще говоря, меньше 15. 14,8 где-то миллиметров в толщину данные часики. QCY QS2 норм. До 25 баксов. Норм у QCY все, но, по-моему, QS2 как раз мне пришли с браком, и о них у меня обзора не было. Но деньги вернули. Кола первая из энергетиков. Нормально ее пить и в 70, главное не часто. Согласен. Александр, рассматриваешь ли покупку кофемашины? Олег, у меня уже было 3. И на третью мою кофемашину, ну она такая, так себе, можете посмотреть, есть обзор на канале. Что купить на Черной пятнице? Алексей, ничего, если вы не знаете цены и не ориентируетесь в том, что вы планировали покупать. Что известно о будущем Mi Band 2? Он будет. Стоит ли брать Mi Watch, если есть Mi Band 4? Нет, пока. Пока глобалки нет, ничего не стоит брать. Как подключить к часам Amazfit Bluetooth наушники? Очень просто, через Bluetooth модуль. Если есть Bluetooth в самих часах, то почему не подключить? Включаете модуль, ищите в поиске данное устройство и все. И все в огне. Отличный стрим. Спасибо, Валера. Не забываем прожать лайк и спрашивать, что вам интересно. И не забываем, конечно же, подписываться. Покажи, плиз, как выглядит приложение Mi Home на часах, как управлять элементами умного дома. Я вас расстрою, я же еще раз повторяю, что у меня был полный hard reset. И здесь, кстати, показываются только сценарии. Вот, сценарии, есть, по-моему, фотки уже на 4 PDA, а здесь пока будет предложение соединить Mi Home с телефоном, и ничего интересного вы не увидите. Видите, грузится. Вот. Вот такое Mi Home приложение. Проще говоря, тут будут сценарии. Для тех, кто понимает, тот поймет. Для тех, кто знает, что такое Mi Home, тот поймет. Толщина Mi Watch реально 14 мм? Нет, я вру. Ну сколько? Так что либо у меня бракованные измерители. Как его? Вот это у меня мозг сейчас не работает просто. Ладно, не будем. Эти часы на Wear OS, есть ли возможность установки приложений? Да. Но пока глобалки нет, не советую покупать. Как часто стримы проходят? Раз в неделю. Будут ли видео на канале про ноутбуки? Они есть, и они не особо заходят, поэтому пока они не будут заходить, видосов не будет. Тем более покупать по 50-60 тысяч ноутбуки, это более чем накладно. Cube 2020, добрый вечер. Добрый вечер. Горел же кофе решает? Конечно, решают. Как тебе Pop 2, стоят ли они своих денег? Стоят, но для классики, и опять же, у них не особо громкое звучание, чтобы вы понимали. Что за белая капсула рядом с наушниками? Это Bluetooth модуль просто, чтобы подключать туда проводные наушники. Стоит ли брать часы Samsung? Мне кажется, нет. Посудомойку будешь с Али заказывать? Нет, Миша, у меня есть обычная бошевская посудомойка, зачем мне что-то заказывать? Какие впечатления о Redmi Note 8 Pro? Хорошая ли камера и не громоздкий ли он? Вы можете посмотреть обзоры на канале и
Я на Redmi Note 8 Pro снимаю свои ролики, поэтому вам оценивать, стоит ли его брать или нет из-за камеры. А ты часы уже включал и проверял? Сайдер, у меня уже был обзор на канале на 10 минут на эти часы, так что все, кому интересны эти часики, в первую очередь смотрите обзор. А те, кому лень смотреть обзор, вот, пожалуйста, часы. Часы. Колесиком, конечно же, все прокручивается. Вот так. Есть ли инфа о Mi Band 5? Нет, мне не интересно. Пока нет возможности ничего купить, мне никогда ничего не интересно. Дальше у тебя OnePlus 7T Pro. У меня OnePlus 7T Pro. Обзор есть на канале. Ну, такой негативный. Так что, если вы собираетесь этот телефон покупать, который я советую покупать, лучше мой обзор не смотрите. Meta, собираешься ли покупать какие-нибудь наушники из PAMU? Нет, PAMU слишком дорого. Может быть, я куплю когда-то, но меня, если честно, жаба душит. Тратить 6 тысяч на ноунейм наушники, ну, огонь, покупайте. 6 тысяч рублей можно Huawei FreeBuds купить за 3, можно купить 2 пары FreeBuds. Что еще можно купить? Можно купить 6 пар Huawei Halo GT2, можно 6 пар Redmi купить. На 6 тысяч можно купить MIFA O5 с очень-очень неплохими характеристиками. Что еще? Много всего на 6 тысяч можно купить. И PAMU, которые просто тупо рассылают блогерам, которые, конечно же, заливают вам в уши, что за 6 тысяч уши это крути. Ну да, наверное, круто покупать. Но смысл мне тратить 6 тысяч рублей, чтобы сказать, что, чуваки, дорого это. Тем более их в магазине не купишь. Понимаете, я не против наушников за 6 тысяч рублей, которые ты выходишь, покупаешь в магазине, у тебя появляется гарантия. Но когда наушники стоят 6 тысяч рублей, и ты их покупаешь на Алиэкспрессе, и черт знает, что с ними будет, ну нет, я считаю, что это перебор. Если они какие-то не фееричные, либо не какой-то очень крутой фирмы, либо, не знаю, я говорю, вот мифовские я запомнил почему-то уши, потому что они были такие все в металлическом корпусе, и они OEM-ки появились еще других фирм. Потом какие, ну, то есть их будут в России продавать. А потом, что еще интересного есть из того, что в России? Ну, Huawei продаются, Honor продаются. Вот, пожалуйста, Xiaomi-шные. Ты покупаешь уши, и ты знаешь, что если они у тебя, не дай бог, с ними что-то произойдет, то ты можешь их принести в магазин. И стоят они дешевле 6 штук. Hey 1 Plus посоветуешь? А об этом вы узнаете в обзоре. Так. Стоит ли покупать AirDots первого поколения? Не знаю, смотрите. Сайдер, нравится вам канал, я очень рад этому. Есть ли обзоры на колонки с радио? Нет. На одну очень убогую китайскую. MIFA O5 между собой связь держит. Я не помню, давно уже было, посмотрите обзор. Я говорю, я запомнил, потому что они довольно своеобразно выглядели. Вот, и потому что я нашел их аналог OEM-овский, и скоро о нем расскажу, и его можно купить в магазе в соседнем. И это очень хорошо, потому что я считаю, что всегда хорошо, когда у вас есть возможность использовать гарантию. Так, как думаешь, что лучше, Mi Band 4 или Amazfit Bip? Bip, потому что там есть и автономность сумасшедшая, и плюс есть GPS. Протечет ли Mi Band 4 на глубине 5-7 метров в воде? Думаю, нет, но мне не важно, я не собираюсь с ним куда-нибудь нырять. Стоит ли UCY 5T5 своих денег? Да, стоит. Не забываем прожать лайк. Я надеюсь, стрим кому-нибудь полезен. Вечер, воскресенье, общаемся, обсуждаем всякие девайсы. Huawei FreeBuds Lite за 75 баксов. Это не норм, это очень дорого. Зайдите на Алиэкспресс и купите себе подешевле. Александр, как Bluetooth Clips от Meizu? Не очень хорошо, Роберт. Я ожидал лучшего, не так хорошо держит, как хотелось бы. Будет ли обзоры на продукцию Marshall? Нет, Артем, однозначно, потому что все, что я слышал Marshall, опять же, можете закидать меня тапками, мне по звучанию не понравилось, и на моей голове они неудобные. Стрим очень полезен, все уже лайки поставили. Да нет, не все, поверьте. Столько залетел на стрим, стоит ли чего-то Mi Watch? Конечно, стоит. Каждой копейки своей, но подождите глобалку и посмотрите обязательно мой обзор на канале. Привет, что за ножик? Это ножик, которым я делаю распаковки, и очень скоро у меня появится еще несколько ножей, и о них я вам расскажу на стриме, потому что этот уже совсем печально выглядит. Не на стриме, точнее, а в отдельном обзоре. У вас обзор на AirDots получился немного негативным. Они на самом деле плохие, или вы перечислили их недостатки?
терем. Я делаю так, как хочу, и понимаете, как хотите. У меня все время есть в конце резюмирую. Вот резюмирую, это мое мнение. А недостатки, конечно же, я стараюсь найти. Особенно у ушей, потому что это просто поле, в котором очень много чего можно выбрать. И значительно лучше Halo GT-шки, вторые особенно, чем те же AirDots, при той же цене. Опять же, это мое мнение. Стоит ли рисковать в плане брака, купив POP 2? Не знаю, Никита, вообще не покупайте ничего, потому что везде есть брак. Стоит ли игровой смартфон Xiaomi до 15, если игровой Xiaomi до 15? Нет, до 15 тысяч ничего игрового нет. Это Everybody Lies. На каких-нибудь средних настройках сможете играть спокойно, а на топовых, вот OnePlus 7T Pro еле тянет некоторые игры на максималках. Не буду говорить какие, но пока ничего не подлагивает, но сам не устанавливает максималки. А это второй по скорости телефон в мире на данный момент. Будут ли обзоры на какие-нибудь видеозвонки? Максим, у меня было желание, они вам нужны? Я не уверен был просто, что они будут кому-то интересны. К Xiaomi Play покупай. Конечно, и запомни, Миша Авдеев тебе посоветовал к Xiaomi Play покупай. Анонс только планируется в феврале. Так, OnePlus правда настолько топ или Xiaomi со схожими характеристиками соответствует? Майк, я скажу так, он предупреждение выгоняет намного раньше, чем тот же Mi 9, лично у меня, о перегреве, если его вгонять в тестах. Но в играх он просто бог, даже по сравнению с Mi 9, мое мнение. Вот такое сравнение. Note 8 Pro не игровой. Horseman, это мое мнение, я играю в игры на телефонах, вот он тормозит. Можете мне не верить, а верить кому-нибудь другому. У меня максимально топовая комплектация, китайская с 8 гигабайтами оперативы. Стоит ли рисковать в плане брака и жениться на девушке? Конечно, нет. Если вы об этом задумываетесь, однозначно не стоит. Тем более лучше жениться на женщине. На девушке опасно, она пока еще не выросла и потом может передумать. Во сколько ты занимаешься этим обзором на часы, тогда... Сайдер, давно я уже занимаюсь обзорами на часы. Посмотрите, сколько существует канал. А первый по скорости нет, не Mi 9. Вы можете посмотреть тесты синтетические. И первый, конечно же, Asus ROG 2. А второй идет этот. Саня на Mi Watch NFC работает в России. Иван, через бубен, посмотри на 4 PDA, говорят, что уже кто-то платит. Вот. Но симки только в eSIM и только в Москве. Дальше. Да, звонки интересно, хочу купить, но пока не знаю что. Окей, Максим, попробую рассказать. Какие там игры на мобилку сейчас самые затратные по ресурсам? Сейчас скажу, самая лютая, в моем понимании, игруха в плане поедания ресурсов, это не Infinity Ops, а во что же я играл? Call of Duty. Call of Duty на максималках ест просто безумно. Вот. Bluetooth, о кроссовках будешь сейчас вещать? Нет, но у меня несколько пар так и лежат. Вот, еще раз по поводу любых упоминаний любых каналов, кроме Вилсакома и Миллионников, на канале нет упоминаний других каналов, нет рекламы, как вы можете заметить. Вот, поэтому напоминаю, на канале нет мата, рекламы, упоминаний других каналов. Код Mobile. Угу. Call of Duty, да. PUBG на максималках тоже норм. Нет, Fox, я бы сказал, что он чуть-чуть меньше ест. Но опять же, по моим ощущениям. Как понять тогда, стоит ли жениться, намотать себе кабель на шею и жениться? Нет, просто не жениться, если вы не решили жениться, и все. Если вам интересно мое мнение, но это довольно странно. У меня брак всего 10 лет, и я не думаю. Лучше у бабушек, дедушек спросите. Hey плюс 1S, спойлерни, плиз. Спойлерну. Hey плюс 1S. Но мне кажется, что я говорю, я позже всех обзоры сделаю, потому что как-то у меня не особо радует мысль о том, чтобы рассказывать об этом девайсе. Есть вещи, которые я буквально там, не знаю, вплоть до того, что 2 ночи трачу, чтобы в них разобраться и рассказать. А по поводу этого браслета пока у меня такого желания нет. Так, какие Bluetooth наушники из бюджетных рекомендуешь? Halo GT2. Про жениться заклинило у людей. Брак хорошим словом не назовут. Что-то зимнее будет, шапки с гарнитурой, стельки с USB.
Нет, но будут еще куртки. Будут еще, да, подобные штуки. Привет, посоветуй, пожалуйста, устройство для измерения давления для бабушки. Думал, норм фитнес-трекер взять. Нет. Для давления вы берите обязательно тонометр, притом лучше качественный. Вот, допустим, АНД, хотя бы за 1500. С ним я сравниваю показания иногда пульсомеров. Почему? Потому что все это разводилово. Кроме амроновского, есть у Амрон фирмы очень хороший браслет, очень дорого стоит, он измеряет давление. Все остальное это лабутень. Иван это игрушка от Xiaomi, я его второй стрим кручу. Да, стоит космос. Лучше Амрон ничего нет, кроме Амрон ничего нет. А что за наушники голубенькие на столе? Это эти хуавеевские уши, они у меня приказали долго жить после обзора. Вообще это Honor, но так это Huawei FreeBuds 2, по-моему. FreeBuds 2 или FreeBuds Pro. Там они одинаковые практически. Плюс еще с костной проводимостью есть штуковина специальная. Honor вроде, как ты считаешь, Hello GT1 стоит свои 15 баксов? Не знаю, я их не тестировал. Я думаю, что угодно стоит 15 баксов, потому что можно считать, что вы какую-нибудь фенечку себе за 1000 рублей купили модную и все. Какими ушами повседневно пользуешься? Вот единственные уши, которые я пользуюсь, это буллицы вторые для бега, когда бегаю. А так только то, что тестирую. У Xiaomi тоже тонометр есть. Максим, я советую то, чем сам пользуюсь, поэтому вы можете советовать, чем пользуетесь вы. Shadow Gun Legends реально жрет память. Окей. Кстати, аут с USB стельки нашел, почему-то с Bluetooth нету, не нашел. Буду знать. Вам больше нравятся затычки или вкладыши? Мне больше нравятся накладные. Дальше, что за компьютерная мышка слева? Слева. А вот здесь нет компьютерных мышей. Здесь есть телефон и весы маленькие. И фиевский плеер, и 2 пары наушников. Дальше. Поп-2 живы. Понятия не имею, их и перепродал. По-моему, да. Потому что я с этим товарищем работаю, и вроде бы он не жаловался. Так, не пробовал себя в пении. Смешно, карма. Что так... Еще слева с телефоном слева. Это моя. Optic Mouse. Я не помню уже, если честно, модель. Но как обычно, проводные у меня 3 штуки такие валяются. Я все их покупал на Тмоле. Дальше. Насколько дешевле заказывать куртки через Дальний Восток по сравнению с Али? Александр, дешевле. Не знаю, на 20%. Подскажи самый дешевый плеер с ЦАП. Есть на канале, посмотрите. Asics или Salomon в плане кроссовок? Для трейла Salomon, для бега для шоссейного бега Asics. Meizu 16, Meizu не нравится мне, поддержка плохая. Электронный градусник не заказал. Он у меня есть на канале обзор. Какую Bluetooth колонку посоветуешь до 60 баксов? До 60, наверное, трансмартовскую, 6. Где можно найти кролика Xiaomi? На Алиэкспрессе. Функционал колесиками Watch. Стандартный. Можно тыкать, можно крутить, можно дальше тыкать. Кнопку можно программировать. Какой бесконтактный градусник посоветуешь? Посоветую его не использовать, обычно ртутный пользоваться им. Дальше. У Redmi AirDots вообще плохой микрофон, на улице собеседник не слышит. Особенно если вы шапку наденете, будет вообще круто. Ты же снимал обзоры на Hello GT1 против AirDots. Ну, смотрите его. Банан не игровой, и он с чего сейчас стримит? Понятно. Я так и не определился с кроссовками, антилопа почти взял, но в последний момент передумал. Ну, значит, не стоит их покупать. Как тебе Redmi Note 8 Pro? Я им снимаю ролики. Ладно. Всем спасибо за стрим. Я своими стримами вас уже чуть-чуть поддостал, потому что это уже 3-й стрим за неделю. Это переборчик слегка. Часик поболтали. Мораль стрима очень проста, что покупайте
эти часики, когда они выйдут в глобалку. Гики можете брать сейчас, они уже очень интересные. На 4PDA огромная ветка. Смотрите обзор на 10 минут на канале. В принципе, основное, можно сказать, там есть. Но меня не разочаровали вообще никак. Стримы, спасибо. Вам спасибо за то, что пришли. Надеюсь, у вас будет великолепная следующая рабочая неделя. В воскресенье следующее мы с вами пообщаемся. Выложу какие-нибудь новые супер девайсы, потому что их придет очень много. Их уже много есть. Просто я хочу на них сначала выложить обзор, а потом уже рассказывать на стриме о них. Нет. Большая ли разница, когда меняешь кодеки в POP2? Да. Хорошей недели. И вам хорошей недели. Не забываем прожать лайк. И что еще? И писать мне ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеге, что купить на обзор, что рассказать. Лайк под этим видео. Ждем новые стримы. Ну, не знаю, не особо нас много людей, чтобы сказать, что ждем. Не забываем, что завтра Киберпятница. Киберпонедельник, точнее. Black Friday уже прошло. Может быть, на Киберпонедельник будут какие-то космические скидки. Я надеюсь, что будут. Так, про Powerbank я расскажу на следующей неделе Виктора в обзоре, и скорее всего даже завтра. Или вы про 30 тысяч мАч, которые, или про 10? Если про 30, то там много косяков, пока не спешите покупать. Хотя его покупают просто пачками, в первую очередь, наверное, потому что его блогеры получают, и они такие, эй, он очень крутой. Вот, он не очень крутой, но неплохой хотя. Если ты говоришь 3 перебора, то от пары в неделю напрочь не отказывайся. Да, Мора. Ты заказал Honor Magic Watch? Нет. У меня как бы GT2 не особо зашли, поэтому я еще думаю, рассказывать про эти супер штуки или нет. Дудки ничего не будет в Киберпонедельник. Надежда умирает последней. Булицы за 4700 это очень круто. Новые или оригинальные? Они и есть новые оригинальные. Все, всем добра, всем удачи. Есть вопросы, пишите, отвечу. Кому нужно, посмотрите обязательно обзор. Мораль стрима такая же, как и обзора. Часы топ, но на данный момент ждем глобалки. Всем спокойной ночи и приятной следующей недели. Надеюсь, выходные